А США и Китай возобновили сегодня торговые переговоры в Лондоне. Это уже второй раунд. Делегацию КНР возглавляет вице-премьер Хэйли Фэн. Американскую сторону представляет министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Лютник и торговый представитель Джеймисон Грир. Переговоры возобновились по итогам телефонного разговора председателя КНР Си Цзиньпиня и президента США Дональда Трампа на прошлой неделе. Одним из ключевых вопросов стал экспорт редкоземельных элементов из Китая. И сейчас на связь со студией выходит специалист по Восточной и Юго-Восточной Азии Роман Файншмидт. Здравствуйте, Роман. Добрый вечер. Ну вот, на ваш взгляд, чья экономика больше страдает от этой тарифной войны, которая сейчас развернулась между странами, китайская или все же американская, и у кого в этой торговой войне сильнее козыри, если использовать терминологию Дональда Трампа? На 2025 год пока сложно говорить о том, кто же из стран меньше страдает, а кто больше. Можно сказать, что эти экономики очень сильно взаимозависимы. Опять-таки, успех Китая вообще-то зависит от благополучия Соединенных Штатов. Хотя, может быть, не в такой сильной степени, как это было, скажем, 5 или 10 лет назад, но все равно это явление у нас сохраняется. Да, можно часто услышать призывы к так называемой декатаизации импорта или декаплингу. И эти процессы действительно идут, но, опять-таки, сложно представить, что среднеамериканский потребитель сможет прожить, скажем, без обуви или без каких-то бытовых предметов из Китая. И в то же время сложно представить, что китайские производители смогут прожить без определенного американского оборудования или без американского программного обеспечения. И можно как раз увидеть, что даже внедрение тарифов, трехзначных тарифов, которые у нас объявили еще в начале апреля, было встречено с ожидаемым прогнозом на экономический рост как Соединенных Штатов с 2,7 до 1,8, так и Китая с 4,6 до 4%. И, как мы видим, даже вот такая эскалация, имевшая место в апреле, она долго не продлилась. Уже 12 мая у нас стороны как-то смогли прийти к некоторому решению, к некоторой паузе в вводе тарифных ограничений. Вот. И, скорее всего, сейчас мы с вами наблюдаем попытку найти какое-то равновесное состояние тарифов, которые бы, с одной стороны, не разрушали бы сильно обе экономики, а с другой стороны, соответственно, не давали одной стороне улучшить свое положение за счет другой. Конечно, в будущем, скорее всего, за счет декаплинга США будут действовать несколько более ожесточенно и более агрессивно, но на данный момент, скорее всего, этот процесс будет приостановлен. Ну, соответственно, сегодня мы с вами были свидетелем сии явления. Роман, а все же вот почему США так зациклены на редкоземельных металлах? Это стратегическое сырье для Вашингтона? И что Пекин может потребовать взамен? Давайте я сразу скажу, что это стратегическое сырье для всей планеты. Вообще-то от редкоземельных металлов зависит и Европейский Союз, и Япония, да и Россия. Проблема заключается в том, что Китай мастерски смог захватить как добычу редкоземельных металлов, на Китай приходится 70% добычи всех типов редкоземельных металлов, и уж тем более производство. Эта цифра уже более 90%. Другие страны, такие как, например, Австралия или Малайзия, просто не могут составить конкуренцию. И Китай прекрасно понимает свое можно сказать, выигрышное положение на рынке редкоземельных металлов и, соответственно, может диктовать этому рынку свои условия. Впервые мы это заметили еще в начале 2010-х годов, когда конфликт между Японией и Китаем привел к запрету на экспорт редкоземельных металлов на японский архипелаг. А сейчас, уже последние месяцы, мы видим это по отношению к США и другим странам. В частности, в декабре 2024 года Китай запретил экспорт Германии, Галлии, а заодно еще и сурьмы, который не является редкоземельным металлом, непосредственно в Соединенные Штаты. А после объявления тарифных пошлин Трампа в апреле объявил о вводе экспортных ограничений
на 7 редкоземельных металлов, что привело, соответственно, к приостановке экспорта. Туда входят итрий, скандий, самарий. И эти редкоземельные металлы очень важны для развития целого спектра отраслей, включая, соответственно, и космическую промышленность, и электронику, ну и, конечно же, военно-промышленный комплекс. А учитывая, какую долю Китай занимает в мировых поставках, в мировом производстве и, соответственно, в мировых поставках, мы можем увидеть обеспокоенность США и понимание того, что и, соответственно, у американской экономики в этом направлении есть уязвимые места, и это необходимо, соответственно, обговаривать в контексте торговых переговоров, что, опять-таки, мы сейчас и видим. Большое спасибо. Роман Файншмидт, специалист по Восточной и Юго-Восточной Азии, был на прямой связи с нашей студией. Всего доброго. И о том, что происходит в городе ангелов, расскажем в финале выпуска.